Кафе Майкла Стивенса в Детройте доживало последние дни. Маленькое здание на углу улицы выглядело усталым. Потрескавшиеся кирпичные стены, выцветшая вывеска, скрипучая дверь, которая когда-то радостно встречала посетителей. Внутри пахло кофе и хлебом, но все чаще воздух наполнялся тишиной. Столы оставались пустыми, лишь иногда кто-то из старых клиентов заглядывал за дешевой чашкой чая или тарелкой супа. Счета росли неумолимо, будто снег, накапливающийся перед дверью в суровую зиму. Соседи посматривали с усмешкой, одни сочли его упрямцем, другие — наивным мечтателем, который не понимает правил времени и города. Но Майкл продолжал стоять за стойкой, протирать стаканы и подавать еду каждому, кто переступал порог. Для него это не было ни подвигом, ни жертвой. Так он жил, так он дышал. Однажды вечером он разлил последнюю порцию густого супа в потертую миску и подал ее человеку, сутулившемуся у двери. Бездомный дрожал от холода, его пальцы едва держали ложку, а глаза блуждали в поисках тепла. Майкл наблюдал за ним спокойно, будто происходящее было естественным порядком вещей. Люди за окном перешептывались, именно эта щедрость тянет его на дно. Но Майкл не отвел взгляда. Незнакомец ел молча, лишь время от времени поднимая глаза на хозяина кафе с пристальным вниманием, словно проверяя что-то внутри него. Прошло несколько дней, и в тишине утра в кафе вошли чиновники. Бумаги в их руках были хрустящими, безжалостными, и в каждой строке звучал приговор. Майкл стоял у стойки с каменным лицом, но внутри него дрожало все не от страха, а от усталости, накопленной годами борьбы. Он знал, что этот момент был неизбежен. Тогда у обочины остановилась колонна черных внедорожников. Двери хлопнули почти синхронно, и на улицу вышел тот самый человек, которому несколько дней назад досталась последняя миска супа. Только теперь это был не бродяга, а уверенный, подтянутый мужчина в дорогом костюме. Его шаги по асфальту звучали так, что весь квартал будто затаил дыхание. Он вошел в кафе и положил на стойку толстую папку. Внутри были документы, подтверждающие: все долги погашены, кафе вновь принадлежит Майклу полностью и без каких-либо условий. Истина оказалась простой: незнакомец был богатым инвестором, скрывавшимся под маской бездомного. Он хотел убедиться, что доброта Майкла не была показной, а настоящей, и увидел это самыми ясными глазами. С того дня жизнь изменилась. Кафе ожило. Запахи свежего хлеба и горячего кофе снова наполнили зал, а новые посетители начали приходить, словно притянутые невидимой силой. Но в душе Майкла ничего не переменилось. Он по-прежнему вставал на рассвете, открывал двери и был готов накормить любого, кто переступит порог, даже если у того не было ни цента. Потому что именно это и стало причиной его спасения, и именно в этом заключался смысл его жизни. Вот такая удивительная история. Дорогие друзья, если вам понравилось видео, поставьте лайк, а также подписывайтесь на канал, впереди еще много интересного.